Здравствуйте! А вы когда-нибудь задумывались, почему у одних людей белоснежная улыбка сохраняется до глубокой старости, а другие страдают от кариеса, от болезней десен и даже потери зубов? Секрет кроется не только в регулярной чистке зубов и визитах к стоматологу, но и в рациональном питании. На каждом возрастном этапе наш организм требует особого внимания. От внутриутробного развития до зрелых лет витамины и минералы определяют, насколько крепкие наши будут зубы и насколько здоровой будет слизистая оболочка в полости рта. Этот выпуск вам раскроет основные тайны, которые помогут вам сохранить крепкие зубы и здоровые десна на долгие-долгие годы. Готовы узнать все самое главное? Тогда начнем! Внутриутробное развитие, беременность, задача формирования зубов у ребенка. Во время беременности важно обеспечить организм будущей матери всеми необходимыми веществами для формирования тканей зубов у ребенка. Кальций 1000-1300 мг в сутки. Кальций играет ключевую роль в формировании костей и зубов, а также в поддержании работы мышц, нервной системы, свертываемости крови. Источники: молочные продукты, брокколи, миндаль. Усвоение кальция улучшается при наличии витамина D3, магния и фосфора. Витамин D 600-800 международных единиц в сутки обеспечивает усвоение кальция. Источником витамина D рыбий жир, солнечный свет, обогащенное молоко. Магний 350-400 мг в сутки улучшает активацию ферментов, участвует в метаболизме кальция. Источники магния: орехи, семена, зеленые овощи, какао и злаки. Фтор норма 0,7-1 мг в сутки укрепляет эмаль зубов. Источник: рыба, чай, фторированная вода. Следующий важный микроэлемент – фосфор. Суточная норма 700 мг. Необходим для формирования костей и зубов ребенка. Источники: мясо, рыба, яйца, молочные продукты и орехи. Витамин К необходим 90-120 мг в сутки. Участвует в усвоении кальция и укреплении костей. Источники: зеленые листовые овощи, брокколи, шпинат. Следующий очень важный витамин – это витамин А. Суточная норма 700-900 микрограмм. Поддерживает здоровье слизистых оболочек рта, десен. Основные источники витамина А – говяжья печень, печень трески, также молочные продукты, богатые и растительные продукты провитамином А – это тыква, морковь, сладкий картофель. Теперь поговорим о витамине С. Суточная норма 85-100 мг. Участвует в синтезе коллагена, очень важен для десен, а также тканей зубов. Основные источники: цитрусовые, киви, болгарский перец. Калий необходим 4700 мг в сутки. Очень важен в поддержании водно-электролитного баланса в организме, а также для нормализации кровяного давления. Основные источники: бананы, картофель, авокадо. Следующий важный микроэлемент – это бор. Необходимо принимать в сутки от 1 до 3 мг.
участвует в метаболизме кальция и магния. Источники – орехи, груши, яблоки, виноград, авокадо. Для укрепления и восстановления тканей нам очень необходим такой микроэлемент, как цинк. Суточная норма от 8 до 11 мг. Источники цинка – это мясо, морепродукты и семена. И, конечно, очень важно во время беременности достаточное поступление белка в организм мамы. Суточная норма от 75 до 100 грамм. Источники – мясо, рыба, яйца, бобовые, ну, конечно, молочные продукты. А теперь поговорим о детстве и подростковом возрасте. От 0 до 18 лет. Задача – активное формирование зубов, а также укрепление эмали. Источники – молочные продукты, сыр, кунжут. Усвоение кальция может ухудшаться при избытке фосфата, например, из газированных напитков, а также при недостатке витамина D. Следующий минерал – калий. В этом возрасте очень важно достаточное поступление этого минерала – 4700 мг в сутки. Основные источники – картофель, бананы, сухофрукты, апельсины. Магний необходимо 240-410 мг в сутки. Укрепляет зубную эмаль, делая зубы более устойчивые к кариесу. Фтор 1 мг в сутки. Фтор – это необходимый микроэлемент для создания прочной эмали зубов. Очень важно в этот период достаточное поступление в организм витамина D. Норма 600-800 международных единиц в сутки. Витамин С. Норма поступления 75-90 мг. Фосфор 1250 мг в сутки. Помним, избыток фосфора также ухудшает усвоение кальция в организме. Витамин К 75-120 микрограмм в сутки. Также очень важно подростковый возраст достаточное поступление витамина А. Норма от 600 до 900 микрограмм в сутки. Бор должен поступать в организм в детском подростковом возрасте от 1 до 3 мг в сутки. Аргинин нормализует pH, снижает риск кариеса. Источниками аргинина являются мясо, рыба, орехи. Также важно достаточное поступление белка в организм в подростковом возрасте от 1 до 1,5 грамм на килограмм массы тела. Взрослые до 50 лет. Основная задача – поддержание здоровья в полости рта, укрепление зубов и профилактика заболеваний десен. Кальций. В этом возрасте необходимо поступление около 1000 мг в сутки. Кальций поддерживает плотность костной ткани, а также зубов. Участвует в передаче нервных импульсов. Калий. В этом возрасте необходимо принимать в сутки 4700 мг. Магний от 310 до 420 мг в сутки. Фтор 1,5 мг. Для укрепления эмали витамин D 600-800 международных единиц в сутки. Витамин С 75-90 мг в сутки. Фосфор не менее 700 мг в сутки. Витамин К 90-120 микрограмм в сутки. Витамин В12 устраняет сухослизистые и необходимо принимать не менее 2,4
микрограмм в сутки. Гиалуроновая кислота увлажняет слизистую оболочку полости рта. Источниками являются костные бульоны, кожа птицы, яйца. В этом возрасте очень важно употреблять продукты, содержащие пробиотики для поддержания здоровья полости рта. Источники – ферментированные продукты. Взрослые 50+. Задача – предотвращение потери костной ткани, а также поддержание здоровья слизистой в полости рта. В возрасте старше 50 лет надо уделять особое внимание питанию, которое способствует: первое – укреплению костной ткани, второе – защите слизистой оболочки полости рта, третье – профилактике возрастных изменений зубов и десен. Основные нутриенты в этом возрасте: кальций 1200 мг в сутки, способствует поддержанию плотности костной ткани и предотвращает остеопороз. Но надо помнить, что кальций без К2 и магния приводит к кальцинозу сосудов и неэффективной терапии. Результат: кальций не встраивается в зубы, а повышается риск ломкости эмали и сосудистой проблемы. Следующий микроэлемент – магний. Норма в этом возрасте 320-420 мг в сутки. Помогает кальцию эффективно усваиваться, предотвращая кальциноз сосудов. Следующий микроэлемент – фтор. 1,5-2 мг в сутки. Необходим для укрепления зубной эмали и снижения риска кариеса. Витамин D 800-1000 международных единиц в сутки обеспечивает антирезорптивную поддержку, помогая удерживать кальций в костях и предотвращает остеопороз. Витамин К2 помогает направить кальций в костную ткань и зубы, предотвращая его накопление в сосудах. Омега-3 защищает от воспалений и помогает сохранить здоровье десен. Витамин В12 2,4 микрограмм в сутки. Дефицит витамина В12 может приводить к жжению, эрозиям, парестезиям, нейропатической боли. Результат – горящая слизистая, стоматиты, проблемы с протезами. Цинк от 8 до 11 мг в сутки. Укрепляет слизистую оболочку, помогает избежать сухости рта. Гиалуроновая кислота увлажняет слизистую оболочку и предотвращает ее сухость. Также важно в этот период принимать пробиотики, которые регулируют микрофлору рта и снижают риск развития кариеса и заболеваний десен. Также важно в этот период минимизировать потребление соли, кофеина и газированных напитков, которые ухудшают усвоение кальция в организме. Важно учитывать возрастные особенности и корректировать свой рацион для профилактики заболеваний зубов и десен. И помните, что наше природное лекарство – это натуральная еда.